7 советов, которые я дал бы себе только когда начинал учиться рисовать. Если бы я знал это раньше, то мое движение было бы намного интенсивнее, и мне было бы полезнее и проще. Вот, поделюсь. Первое, супер важное. Найди тех, на кого ты хочешь быть похожим. Это очень интересно. Потому что если у тебя есть в голове ориентиры, то ты двигаешься вперед намного быстрее. Если ты нащупываешь дорожку, ищешь свой стиль, свой стиль — это драматичная история. Это интересная история, она нужная история, но это драматичная история. Можно идти немножко по-другому. Можно найти тех, чей стиль рисования, чей подход к рисованию, чья картина мира, философия тебе нравится. И сначала стартовать, опираясь на них. Если ты стоишь на твердом основании, тех людей, которые видно, что уже добились, что у них есть уже результат, ты видишь, какие шаги тебе нужно сделать, ты видишь, какие результаты тебе нужно принести в свою жизнь, и опираясь вот на это, ты можешь спокойно двигаться вперед, спокойно наращивать свою технику, а потом вилять туда-сюда, куда тебе нравится, и интерпретировать это все в том духе, в котором тебе кажется важным. Второе, это супер важно, просто используй их инструменты. То есть, если ты думаешь, что ты можешь оптимизировать процесс человека, которого ты выбрал как ориентира, и использовать более дешевые, более, какие-то то, что под рукой. Не заморочиться насчет того, чтобы достать то, что использует он. То ты вряд ли добьешься, до 100% ты не добьешься той импрессии, которая захватила тебя и которая сделала тебе вот этого человека как ролевую модель. Тебе нужно просто взять, напрячься и использовать то, что использует тот человек. Вот в моей картине мира я сделал очень странную, немыслимую вещь. Я взял вместо оптимизированных инструментов, линеров, маркеров, прочих, я взял перо. И вот это сработало. Потому что я брал технику старинных монстров, я брал старинные инструменты. А потом начал требовать от современных инструментов того, что могут дать старинные инструменты. И вот это сработало дико круто. Поэтому просто берешь и используешь то, что использует твоя ролевая модель. А потом вильнешь туда или сюда, куда тебе нравится. Третья, также супер важная тема, очень-очень важная. Добивайся техники в микрозарисовках. Вот в этом есть смысл. Потому что если ты идешь в большую какую-нибудь сложную историю, то ты закапываешься в миллион тех моментов, которые напрямую не соседствуют с интенсивным прогрессом. Они соседствуют с прогрессом, но далеко не с интенсивным. А если у тебя нет быстрого прогресса, если нет быстрых результатов, то ты и тухнешь довольно быстро. Поэтому микрозарисовки, небольшой формат, берешь небольшой размер. Например, ты берешь кружку с кофе, ставишь на лист и обводишь ее. И вот это то пространство, которое тебе нужно использовать для своих микрозарисовок, для оттачивания своей техники. И не больше. За один присест не больше. Делаешь больше, идешь в драматизм. Используйте микрозарисовки, это очень сильная история. Когда только начинаешь учиться рисовать, используй такую штуку. Если твоя задача кажется, что слишком сложная для тебя, максимально ее упрощай. Упрощать можно через стилизацию, через уменьшение размера и через непосредственно само упрощение. Если рисуешь человека, уходи от деталей, рисуй большие формы. Если рисуешь домики, уходи от деталей, рисуй общую геометрическую основу. Если рисуешь дерево, уходи от деталей и рисуй общую форму, которая занимает это дерево в пространстве. И начинай с упрощения. Когда есть результат в упрощении эстетичный, то потом, когда придут детали, то у тебя все будет хорошо. Если ты начинаешь с детализирования, то ты закапываешься в длинную, долгую, мучительную, бесполезную, бессмысленную историю. Обычно мало кто в это верит, но результат у тех, кто в это не верит, обычно никакой. С обучением рисованию есть очень классная, интересная фишка, и она, в общем, связана с болезнью нашей цивилизации. Это демонстрация результатов. Даже если ты рисуешь хреново, даже если у тебя не получается ничего от слова ни хрена, ты должен результаты свои демонстрировать. Помалу, используя фильтры, ракурсы, камеры, хоть что-нибудь, чтобы то, что ты делаешь, оно приходило в мир. Если не приходит в мир, остается у тебя на бумаге, то это длинная история без обратной связи. Она не делает тебя адреналин, не стимулирует тебя оправдаться.
То есть ты нарисовал какую-то хрень, короче, ты выложил, все видят, и ты должен рисовать следующую штуку, потому что тебе нужно срочно реабилитироваться. И это как соревнование. Это, работает. Это нормально работает. Я тоже это использовал. Рисовал какую-то ерунду, выкладывал и думал, что следующая моя работа должна быть, во-первых, срочно, во-вторых, лучше. И таким образом, пытаясь самооправдаться, я рос, и это работает. Еще один важный результат, важный момент при обучении рисованию – это смотреть результаты других художников не в электронном формате. Недостаточно увидеть это на экране ноутбука или компьютера или еще как-то. Ты должен увидеть это в материальности. Если ты практикуешь, если ты рисуешь в материальном мире традишку, то ты должен видеть, какой результат на бумаге происходит у других художников. То есть лучше это потрогать, повертеть, посмотреть там поближе, подальше. Вот тогда ты поймешь многие штуки, которые невозможно объяснить, невозможно понять. И невозможно увидеть их при любом качестве, при любом увеличении там с экрана компьютера. Это просто бесполезно. Ты, уча себя делать материальные объекты, ты должен видеть их в реальности, в материальности. Иначе это не работает. Если ты стремишься к интенсивному развитию, то именно вот так вот нужно поступать. Нужно смотреть, видеть и понимать, как это все происходит в материальности. Еще супер важный совет при рисовании. Если ты сделал много усилий, много подходов, результата никакого, или какой-то негативный результат, вот что делать? Я раньше боялся это делать, но на самом деле нужно делать именно так. Меняй все, просто меняй вот эти вот ориентиры, на которые ты опираешься, меняй инструменты, меняй школу, меняй подходы, меняй все, что ты можешь поменять. Вот все, что ты можешь понять про свое рисование, вот это вот все меняй радикально. Не факт, что ты пойдешь в правильном направлении, но это настолько освежит твои впечатления, настолько даст большее понимание того, что ты делал раньше, и настолько может изменить подход, что ты найдешь правильную дорогу. Если ты не будешь менять, то и этого не произойдет. Если ты делаешь радикальные шаги, вот такие вот прям критичные шаги, то, скорее всего, все получится. Если нравится мой подход к графике, а он построен и выращен из итальянской традиции, из итальянской архитектурной, пейзажной, проектной традиции, то если ты хочешь научиться, то ссылка на мои курсы, на мой Boosty сервис, там уроки пошаговые по тому, как я рисую. Подписывайся и не бейся головой об стену, а получай информацию в таком прямом режиме. И там тариф 400 рублей в месяц. Я думаю, за мои знания это вообще прям огонь-огонь. Вот. И практикуй. Без практики вообще ничего не получится. Никаких волшебных знаний, волшебных таблеток нету. Если надеешься на волшебную таблетку, окей, это такое себе. У меня к этому всему рисованию простой спортивный подход. Подход, будет результат. По-другому не бывает. И в этом есть обалденный кайф и надежность. То есть понимание, что ты вкладываешь результаты и вкладываешь свои силы и постепенно двигаешься вперед. Не вкладываешь, не двигаешься. В общем, вот. Меня зовут Эдуард Кичигин. Ставь лайк, подписывайся. На канал внизу в описании к видео много бесплатных видосов. Мои платные видосы внизу в сервисе Boosty. И, в общем, давай. Чао-чао. Всем хорошего дня.